Глава 781. Битва за лампу. Невероятно, спрятаться возле лампы первородного света. Да ты своей погибели захотел. Пробормотала женщина. Ей было достаточно знать, что ее жертва была культиватором небесного южного региона. С тех пор, как она зажгла древние лампы, к ней то и дело приближались культиваторы. Поскольку огромная птица появилась после того, как загорелись древние лампы, любой мог понять, что они были связаны. Поэтому культиваторы, искусные в техниках маскировки, пытались уничтожить лампы. Однако никому из них не повезло. Все они были уничтожены пламенем женщины. В тот момент Хань Ли был в нескольких сотнях метров от нее. При виде того, с какой легкостью эта женщина убила безымянного культиватора, его сердце задрожало. Он прекратил приближаться к женщине. Хотя женщина просто пробормотала про себя, Хань Ли мог слышать ее слова, используя свое удивительное духовное чутье. Затем он перевел взгляд на древние лампы неподалеку. Он потер подбородок, размышляя про себя. Казалось, это были необычные предметы. Они не только могли призвать эту демоническую птицу, но и могли увидеть сквозь маскировку. Это было действительно проблематично. Хань Ли долго колебался, а затем принял решение. Он похлопал по своей сумке для хранения и достал несколько вещей. Затем он с улыбкой взглянул на несколько сумок для хранения духовных зверей на его талии. Казалось, женщина по имени Ле несколько насторожилась, села, скрестив ноги перед древними лампами, а вокруг нее можно было разглядеть силуэт лотоса. Она смотрела на них, соединив свое духовное чутье с ними, что позволяло ей чувствовать любые перемещения в 100 метрах от нее. Вспышка света внезапно появилась на расстоянии 100 метров, вслед за которой показалась дюжина высоких обезьян. Их дерзкое поведение удивило женщину. Позади первой стоял еще целый ряд обезьян. Все они подняли руки, из которых испускались несколько десятков лучей света. Марионетки. Женщина по имени Лет была шокирована при виде этого и вскоре нахмурилась. Оглядевшись по сторонам, она так и не обнаружила того, кто их контролировал. Женщина по имени Ле не обращала внимания на атаки обезьян световыми лучами, мираж лотоса с легкостью блокировал их. Затем тело женщины размылось, и она взяла угольки с одной из древней лампы. На этот раз женщина не стала сразу выпускать тлеющие угольки. Она держала их в руке, уставившись на древние фонари, готовясь к нападению. В мгновение эка лицо женщины дрогнуло, она раскрыла рот и выплюнула в свою руку духовную ци. Затем пламя вспыхнуло лазурным светом и исчезло без следа. Она повернула голову и посмотрела на область в 100 метрах от себя. С легким хлопком появился силуэт, покрытый лазурным светом. Жестом заклинания женщина хотела испепелить его, но вдруг на ее губах появилась ледяная улыбка. Ты все еще жив. Улыбка женщины замерла, обнаружив, что этот силуэт не сгорел мгновенно, как другие культиваторы, и не показывал никакие признаки сопротивления. Она тревожно осмотрела фигуру. Этот человек. Нет, не человек. Это марионетка. Силуэт выглядел так же, как и Хань Ли, но его выражение и тело были абсолютно жесткими. Кроме того, он вовсе не выглядел так, будто сгорел в лазурном пламени. Нехорошо. В этот момент ей что-то сразу пришло в голову, и она поспешно повернулась, взглянув на древние лампы и просматривая окружение своим духовным чутьем. Тем временем силуэт снова появился в 60 метрах по вспышке лазурного света. Затем с раскатами грома он исчез во вспышке света. Увидев это, женщина по имени Ле сделала жест заклинания обеими руками, ударив по лампе печатью заклинаний. Однако она опоздала. Молния сверкнула рядом с древней лампой, после чего появился юноша. Затем в воздухе появилась гигантская черно-красная рука, размером до 3 метров, и яростно ударила по древним лампам. Этот человек узнал главный фонарь. Только воин-заклинатель мог знать, какая из ламп настоящая. Даже культиватор на поздней стадии зарождающейся души не может распознать их. При виде этого женщина была потрясена до глубины души. На этом коротком расстоянии большая рука и печать заклинания женщины по имени Ле одновременно поразили древнюю лампу. Лампа ярко вспыхнула, претерпела трансформацию, но в процессе этого огромная рука схватилась за нее, пылая черным инским пламенем в попытке уничтожения. Примерно в этот же миг остальные 8 фонарей задрожали, исчезнув один за другим в мерцающем свете, рассеиваясь в пучки дыма. Нет. Женщина по имени Ле побледнела при виде этого. Стиснув зубы, она взмахнула руками, обхватив черную руку большим миражом лотоса в попытке отобрать древнюю лампу. Однако ее атака была предсказуема. С древней лампой в руках похититель без промедления выстрелил назад. Затем с холодным фырканьем снова громыхнула молния, и черно-красная рука и силуэт исчезли.
В следующий момент силуэт вновь появился рядом с марионеткой, запертой в лазурном свете, с древней лампой в руке. Хань Ли использовал эффект неожиданности в качестве своего величайшего преимущества. «Тебе не уйти». Женщина по имени Лев взглянула на лазурную птицу и заметила, что та не исчезла. Она обрадовалась и громко крикнула, окутав свое тело лазурным светом, и исчезла из виду, превратившись в ветер. Хань Ли нахмурился, и белый свет вспыхнул в его руках. Он тут же поместил лампу в свою сумку для хранения, расправил крылья и исчез, появившись в сотне метров от его первоначального положения. В то же время женщина появилась там, где он первоначально стоял, преследуя его как преображенный ветер. Взгляд Хань Ли дрогнул, и он сделал жест заклинания со словами «взрыв». В этот момент внутри марионетки взорвался разряд молнии. Золотая молния переплелась с лазурным пламенем более чем половины марионеток, а также зацепила женщину по имени Ле, которая была поблизости. Мираж лотоса женщины двинулся, защищая ее. Хотя его хозяйка действовала без учета своей безопасности, каждый из лепестков лотоса засветился и жестко заблокировал атаку. Однако молния была за гранью ее силы. Хотя женщина не пострадала, ее отбросило назад на 10 метров, дезактивировав на какое-то время ее технику движения ветра. Хань Ли вздохнул. Хотя он чувствовал, что его молния еще не достигла своего полного потенциала, он снова взмахнул крыльями и метнулся вдаль. К тому времени, когда женщина восстановила свои силы, Хань Ли уже был на расстоянии более 300 метров. Она стиснула зубы, собираясь его преследовать, как оставшаяся половина взорванной марионетки начала издавать чудовищный звук. Только что пострадав от этого, она тревожно взглянула на нее, увидев марионетку в сверкающем лазурном свете. Вскоре оставшаяся половина начала рассыпаться на стаю трехцветных жуков. Женщине пришлось противостоять им, поспешно пытаясь защитить себя, окутав тело белым лотосом. Однако трехцветные жуки мгновенно сгустились, образовав несколько больших щитов, преградивших ей путь. Каждый раз, когда женщина пыталась использовать свою технику движения ветра, ее попытка прерывалась волной атак. В своей огромной ярости она использовала серию духовных техник, пытаясь победить жуков, но с ужасом обнаружила, что все они были неэффективны. В этот момент она обнаружила, что трехцветные жуки выглядели почти так же, как золотые прожорливые жуки, за исключением черных пятен на панцире. Вздрогнув, она сразу же потянулась за духовным сокровищем древесного элемента, пытаясь поймать этих летающих насекомых, но прежде чем она смогла, жуки рассеялись. Женщина несколько раз изменилась в лице от удивления и поспешно глянула вдаль. В неизвестное время Хань Ли активировал технику маскировки и уже исчез без следа. Ее лицо то краснело, то бледнело, пока она парила в воздухе, совершенно не зная, что делать. В тот же момент священная птица Маулани выдохнула огненный лазурный шар, уничтожив защитное сокровище одного из культиваторов секты Великой Правды. Она собиралась разорвать этого культиватора своими когтями, как вдруг почувствовала, как духовная сила покидает ее тело. В шоке птица не смогла ранить культиватора и поспешно повернула голову, обнаружив исчезновение древней лампы. Огромная птица крикнула в панике, и ее тело быстро сжалось, мгновенно потеряв способность контролировать огненную духовную ци. Море лазурного пламени еще горело доли секунды, а затем исчезло без следа к большому удивлению 7 культиваторов секты Великой Истины. Иньянские дьявольские трупы превратились в зеленый ветер, как только их освободили, и яростно атаковали ослабленную лазурную птицу. К тому времени птица уже уменьшилась и стала всего метр в длину. Ее глаза были полны негодования, глядя на двух приближающихся дьявольских трупов. Прежде чем дьявольские трупы смогли поразить его, птица взорвалась, превратившись в бесчисленные блики лазурного света, которые вскоре исчезли. Как только это произошло, дьявольские трупы остановились и просто зависли в небе. Как это случилось? С радостью спросил один из стариков, избежав смерти. В этот момент его магическая сила была уже истощена, и он был почти беззащитен. Посмотри туда. Кажется, у них проблемы с сокровищами, которые они использовали для призыва демонической птицы. «Древней лампы больше нет», — сказал лидер, глубоко вздохнув с облегчением. Казалось, он чувствовал, что ему оставалось всего мгновение до смерти. Глава 782. Отдаленное послание. Об исчезновении священной птицы Маулани вскоре стало известно по обеим сторонам поля битвы, что вызвало огромный переворот в моральном духе противников. Воины-заклинатели были в шоке, а культиваторы воодушевились. Морщинистый старик и Тянь Чжун не поверили своим глазам, когда увидели это. Священная птица не могла исчезнуть только потому, что кончилось масло в лампе. Единственная причина могла заключаться в том, что культиватор погасил лампу первородного света. Два божественных мудреца не могли знать, что сокровище племени Маулани попало в руки Хань Ли.
Они считали, что раз все культиваторы на поздней стадии зарождающейся души заняты, а другие культиваторы были подавлены священной птицей, никто не мог обойти защиту воительницы-заклинателя по имени Ле. Произошедшее стало для них большим сюрпризом. Хань Ли незаметно вернулся к плачущей душе, а затем раскрыл себя. К этому моменту плачущая душа уже уничтожил большинство усовершенствованных трупов. Оставшиеся были поспешно отозваны культиваторами секты рассеивающейся инь, поскольку это были лишь вопрос времени, когда все их трупы будут уничтожены. Поглотив столько призрачной ци, плачущая душа стала еще больше, а его мех засверкал еще более сильным черным светом. Казалось, он стал еще сильнее. Конечно, множество культиваторов в черной одежде и воинов-заклинателей пытались уничтожить эту огромную обезьяну. Однако Лун Хань прекрасно понимал, что эта странная огромная обезьяна была ключом к борьбе с трупами в бронзовых доспехах, и немедленно послал людей ей на защиту. Иногда врагам удавалось пробиться к ней, но Серебряная Луна путала их своей техникой иллюзий, отправляя их на верную смерть. К моменту возвращения Хань Ли, плачущая душа уже уничтожила практически все трупы, что еще не успели отозвать. Он махнул рукой своему зверю, и плачущая душа вспыхнула черным светом, мгновенно уменьшившись, а затем влетела в его сумку для хранения на поясе в виде полоски черного света. Серебряная Луна при виде это приблизилась к своему мастеру сзади. Убрав плачущую душу, Хань Ли хотел было что-то сказать Серебряной Луне, как вдруг небо покрылось темными облаками, а внутри показались бесчисленные вспышки зеленой молнии. Хань Ли с благоговением посмотрел на небо. «Кто посмел убить мою жену? Я заберу твою душу и уничтожу ее!» Раздался громоподобный голос мастера секты рассеивающейся инь. Услышав это, сердце Хань Ли забилось быстрее, но он спокойно продолжал наблюдать за происходящим. «Куда это ты собрался так быстро? Бой еще не кончен. Я хочу испытать все твои демонические техники». Вскоре после крика мужчины в черном раздался голос дьявольского конкорда. Вслед за этим появился серый туман и заблокировал движение черных облаков. «Я не собираюсь сражаться с тобой. Оставь меня в покое или пеняй на себя». Небо сотряс голос мастер секты рассеивающейся инь. Дьявольский конкорд усмехнулся. «Пенять на себя. Значит, в последнем нашем бою ты сдерживался. Давай, покажи мне все, на что ты способен». Мужчина в черном молча сделал какое-то заклинание, а потом ответил мрачным тоном: «Хорошо. Раз у тебя совсем нет чувства такта, то я не буду больше тратить на тебя свое время. Сейчас ты станешь свидетелем мощи сокровищ моей секты, знамени рассеивающего призраков». Казалось, в последней фразе мастер секты улыбался. «Знамя, рассеивающее призраков». Голос дьявольского конкорда звучал с любопытством. Этот короткий диалог удивил как культиваторов, так и воинов-заклинателей, что сражались внизу. Многих также удивило то, что компаньон мастера секты рассеивающейся инь попалась в руки культиватора небесного южного региона. Выражение лица Хань Ли оставалось спокойным, но как только он увидел, что дьявольский конкорд заблокировал мастера секты рассеивающейся инь, он почувствовал большое облегчение. Он не хотел, чтобы его снова преследовал культиватор на поздней стадии зарождающейся души. В этот момент все полагали, что дьявольский конкорд и мастер секты рассеивающейся инь спустятся с небес, чтобы продолжить сражение, как вдруг произошло нечто неожиданное. Со стороны племени Мауланей послышался свист, за которым последовали десятки полос разноцветных огней. Прежде чем полосы света приблизились к воинам-заклинателям, некто крикнул им: «Божественные мудрецы, скорее, прекращайте битву!» Что-то случилось в долине Мауланей. Голос разнесся по полю битвы, усиленный какой-то секретной техникой. Вскоре полосы света оживились и вышли на поле боя. Как только эти слова раздались, большая часть битвы остановилась. В этот момент и культиваторы, и воины-заклинатели оглянулись от удивления. Морщинистый старик почувствовал, как его сердце сжалось от этих слов, и его враги перестали атаковать от неожиданности. Морщинистый старик воспользовался этим моментом, чтобы выйти из битвы и полететь к десяткам воинов-заклинателей, которые только что прибыли. Лун Хань немного поколебался, но не стал преследовать их. У морщинистого старика было преимущество в предыдущей битве. Он бы ничего не добился, преследуя его. Было довольно странно, что эти воины-заклинатели заставляли культиваторов тоже слышать послание, но этот вопрос нужно было отложить до лучших времен. Раз в послании упоминалась долина Мауланей, оно могло иметь отношение к парящим племенам. Хань Ли также посмотрел на морщинистого старика со странным выражением на лице, а затем взглянул на десятки полос света. Огни постепенно исчезли, являя воинов-заклинателей в разнообразной одежде. Их возглавлял воин-заклинатель в желтом, на средней стадии зарождающейся души, к большому удивлению Хань Ли. Странно, что такого могущественного воина заклинания не введи на поле боя. Может быть, он охранял что-то важное.
Несмотря на это только добавило достоверности его словам. Дьявольский конкорд и мастер секты, рассеивающийся инь, тихо исчезли в облаках. Морщинистый старик при виде воина-заклинателя в желтой одежде был ошарашен. Прежде чем он успел что-то сказать, воин-заклинатель в желтом подлетел к нему с боку и заговорил через передачу голоса, в результате чего выражение лица старика стало угрюмым. После этого воин-заклинатель в желтом передал ему нефритовую пластинку. Морщинистый старик тут же прочитал нефритовую пластинку, и его лицо побледнело. Немного поговорив с воином-заклинателем в желтом, он повернулся и полетел в направлении Лунханя. Прилетев к Лунханю, он спокойно сказал: «Мы не будем продолжать войну. Битва окончена, иначе третья сторона будет править нами обоими». Лицо Лунханя просияло, но он проговорил спокойным тоном: «Что ты хочешь этим сказать? Если ты хочешь остановить войну, то должен назвать причину». Из-за неожиданного проявления мощи Ханьли, а также из-за исчезновения священной птицы и разгрома трупов в бронзовых доспехах, Лун Хань неосознанно чувствовал, что воины-заклинатели отступают из-за страха. Воин-заклинатель угрюмо спросил: «Ты послал группу культиваторов проникнуть в хранилище города парящих небес?» Лун Хань свою тревогу и поддерживал спокойный внешний вид. Мелькнув глазами, он спокойно ответил: «Кажется, вы нас раскрыли». «Раскрыли?» Морщинистый старик фыркнул с яростным выражением на лице и спокойно сказал: «Если бы не вмешательство третьей стороны, скорее всего, вам бы удалось». Третья сторона. Лун Хань нахмурился, услышав это. Внезапно старик продолжил разговор через передачу голоса. Лун Хань, услышав это, тревожно вскрикнул, не в силах сохранять спокойствие. «Что все так было? Раз все зашло так далеко, стал бы я шутить», — прямо сказал старик. Лун Хань нахмурился и на мгновение замолчал, а затем внезапно поднял руку и выпустил талисман в воздух. Талисман внезапно превратился в несколько золотых сфер света и вспыхнул со слепительным ярким светом. Внезапно культиваторы прекратили атаковать и поспешно отошли назад к защитной формации. Отступающие культиваторы выглядели как роящиеся пчелы, возвращающиеся в гнездо. Без каких-либо приказов воины-заклинатели тоже отступили. Кровавый призрак и каменный гигант тоже были вынуждены прекратить сражаться. В одно мгновение поле боя стало совершенно пустым. Когда обе стороны разделились, стало ясно, что жертв было много. Тем не менее, среди обеих сторон было мало жертв высокоранговых культиваторов. Лагерь воинов-заклинателей был несколько лучше. Хотя они были сбиты с толку, в конечном итоге они сохраняли спокойствие. Но со стороны культиваторов доносился галдёж. Несколько высокоранговых культиваторов разговаривали с Лун Ханем, однако он только горько улыбался в ответ на недовольство культиваторов вокруг него. В этот момент темные тучи и серый туман рассеялись в небе, раскрывая силуэты дьявольского конкорда и мастера секты, рассеивающийся инь, холодно уставившихся друг на друга. В этот момент звуки битвы в небе немедленно прекратились, и вскоре после этого Вэйвуя и мастер Сун Дада спустились с неба. Их появление стало огромным облегчением для лагеря культиваторов. Спустя небольшой промежуток времени ученый по имени Чжу и низкий мужчина тоже спустились с неба под радостные возгласы мауланей. После возвращения 3 великих культиваторов Лун Хань заговорил с ними. Но из страха перед паникой они могли ограничить информацию только избранным. Только культиваторы на средней стадии зарождающейся души и некоторым другим было позволено услышать это. С несколькими простыми ограничительными заклинаниями они стали обсуждать ужасные новости, которые они получили от мауланей. Из-за того, что Ханьли проявил в бою такую удивительную мощь, вполне было естественно, что он присутствовал на этом совещании. Глава 783. Последствия битвы. Несколько маленьких флагов, что образовали барьер, выпустили туман вокруг них. Ханьли сразу заметил, как все вокруг затихло. Внутри барьера было немного культиваторов, чуть больше 20 человек. Здесь были и те, кто только что сражался в поединках. Мастер Сун Дада спросил: «Господин Лун, что случилось? Почему маулани больше не хотят сражаться?» Вэйвуя проговорил с подозрением: «Это странно. Мы так далеко зашли, неужели они питают иллюзии, что мы сможем заключить мир теперь?» Лун Хань горько улыбнулся и сказал: «Это не пустая иллюзия. Я не знаю, что выбрать», — дьявольский конкорд удивленно сказал: «Как это может быть? Неужели в войну вмешалась другая сторона?» Лун Хань угрюмо сказал: «Так и есть. Напали парящие племена. Стоит сказать, что они совместно напали на мауланей. Так было и с остальными племенами мауланей, но они были уничтожены всего за месяц. Кажется, это наш небесный южный континент нам не принадлежит», в воздухе воцарилась тишина.
Ханли нахмурился, все вокруг тоже стояли с мрачным выражением на лице. Даосист, расколотая душа, фыркнул. Насколько верна эта информация? Небесный южный континент довольно большой. Может, они просто блефуют? Не может быть. Эксцентрик Небесный Разрушитель побежден. Наши планы были раскрыты на складе Мауланий, и у них были такие же планы. Мы были не в состоянии противостоять трупам в бронзовых доспехах и священной птице Мауланий, но все обошлось. Мы еле смогли их победить, но если здесь появятся парящие племена, мы будем совершенно не в силах противостоять им. Со священной птицей они уже не могли справиться, но помимо нее они не могли справиться и с усовершенствованными трупами. Ханли спокойно закрыл глаза на их взгляды. Вейвуя мрачно фыркнул и холодно сказал: «Маулани хотели захватить нашу территорию. Как можно вести переговоры о мире? Не говори мне, что мы действительно отдадим им половину нашей земли». Лунхан сказал: «Об этом не может быть и речи. Однако, мы можем передать им немного». Таким образом, Маулани понесут основную тяжесть нападения со стороны парящих племен. Поскольку они смертельные враги, у Маулаи нет шансов на предательство. Конечно, мы передадим им землю, если они будут сражаться с племенами. В мгновение ока эти два непримиримых врага превратились в союзников. Однако среди этих всех эксцентриков не было возражений. Эта территория принадлежит Союзу 9 наций. Выражение лица Вэйвуя стало мрачным. Лун Хань объяснил: «С этим ничего не поделаешь. Эти районы находятся ближе всего к долине Мауланий. Конечно, мы не позволяем вам в одиночку понести эту потерю. После переговоров мы обязательно компенсируем все вашему союзу. Возьму на заметку, нам есть еще о чем подумать». Казалось, Вэйвуя был удовлетворен этим. Затем Ханли перевел взгляд на мастера Сун Дада и дьявольского конкорда. Они уже все решили, не хватало только согласия от Вэйвуя. Ханли вздохнул. Они стоили друг друга. Лун Хань, услышав Вэйвуя, ничуть не удивился. Вместо этого он улыбнулся и сказал: «Разумеется, мы обсудим это должным образом после того, как разберемся со всеми проблемами. Но прежде чем мы начнем переговоры, мы должны немедленно отправить наших людей в долину Мауланий и выяснить, является ли вторжение парящих племен правдой. Если это правда, Маулани не могут сражаться с нами, и нам обоим придется пойти на уступки. В противном случае парящие племена сметут нас обоих». Культиваторы почувствовали себя намного легче с этим объяснением. Даже выражение лица Вэйвуя смягчилось, поскольку обсуждение было проведено. В течение этого времени Ханли молчал. Поскольку он ничего тут не решал, он не стал вступать в обсуждение. Если дело не касалось секты дрейфующего облака или его самого, он не собирался предпринимать какие-либо усилия. Кроме того, Ханли считал, что с Лун Ханем союз Небесного Да не понесет больших потерь. Вскоре эксцентрики закончили обсуждение своих планов и непредвиденных обстоятельств. После этого они развеяли ограничительное заклинание, окружающее их, и 3 великих культиватора начали быстро говорить о чем-то другом. В конце концов, воины-заклинатели Маулани и культиваторы Небесного Южного региона направили несколько человек, чтобы обсудить условия временного прекращения войны. Остальное они решили обсудить в ближайшие дни. У мауланских мудрецов на лицах было мрачное выражение. Путь назад был заблокирован, их дома больше нет, поэтому воины-заклинатели чувствовали себя очень потерянными. Их боевой дух упал ниже некуда. Ханли и другие культиваторы наблюдали, как армия Мауланий стала отступать и медленно эвакуироваться в город парящих небес. Битва между сотнями тысяч бессмертных культиваторов подошла к концу. Несколько месяцев спустя в почти бесконечной, бесплодной горной цепи полоска лазурного света пронеслась сквозь нее со скоростью молнии. Изнутри едва ли можно было различить силуэт. На нем была мантия ученого, а внешность была обычной. Это Ханли возвращался в секту дрейфующего облака. С тех пор, как битва на границе закончилась, информация о том, что парящие племена намеревались воспользоваться их ослабленным состоянием, быстро распространилась, вынудив Мауланий и культиваторов Небесного Южного региона заключить соглашение и прекратить войну. К тому времени, когда эксцентрик Небесный Разрушитель вернулся из города парящих небес и подтвердил, что на Мауланий напала еще одна сторона, культиваторы не смели приближаться к долине Мауланий, обнаружив, что смертные Маулани были оттеснены к границе их долины. В первоначальной резиденции Мауланий были обнаружены следы парящих племен. В результате Небесный Южный регион не мог больше задерживаться и начал вести переговоры с Мауланями с большой интенсивностью. Вначале Маулани хотели получить треть Небесного Южного региона, угрожая истребить всех и возобновить войну. Какое-то время ни одна из сторон не желала уступать.
Но вскоре после этого мауланские смертные начали собираться на краю равнин, и парящие племена начали открыто преследовать мауланских воинов-заклинателей. В результате божественным мудрецам пришлось уступить. В конце концов, маулане были на грани исчезновения, и они могли вести переговоры с культиваторами Небесного Южного региона, в отличие от парящих племен, с которыми они держались несколько десятков тысяч лет во взаимной ненависти. Спустя несколько этапов переговоров, в конечном итоге они достигли соглашения о передаче двух стран мауланям и перемещении местных смертных в другие страны. Затем каждая из трех держав выдала часть своих собственных территорий, чтобы компенсировать потери Союза 9 наций, разместив перемещенные кланы и секты. Взамен маулане должны были сопротивляться вторжению парящих племен изо всех сил в соответствии с тем, что планировали державы Небесного Южного региона. Конечно, державы Небесного Южного региона оказывали помощь в противостоянии парящим племенам. В результате, несмотря на то, что маулане получили землю для проживания, они несли ту же ответственность перед Союзом 9 наций, что и раньше, и должны были стоять на страже за любые атаки парящих племен. И поскольку им дали только 2 страны, державам Небесного Южного региона не нужно было беспокоиться о расширении мауланей и об их угрозе в дальнейшем. В конце концов, его потенциальная сила была ограничена количеством ресурсов для культивации, которыми они обладали. Хотя маулане были ограничены 2 странами, им удалось избежать истребления и не пришлось бы сражаться в одиночестве с парящими племенами. У них теперь была помощь от фракции Небесного Южного региона. В сложившихся обстоятельствах обе стороны были удовлетворены этим соглашением. Однако посреди всего этого произошло нечто с Ханьли. Поскольку он убил компаньона мастера секты рассеивающийся инь, мастер секты не оставил его в покое и много раз присылал ему вызовы на поединок. Однако всякий раз, когда Ханьли получал эти сообщения, он немедленно гасил их, не намереваясь отвечать на них. Неразумно было ожидать, что культиватор на ранней стадии зарождающейся души будет сражаться с культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Ханьли не был настолько безрассудным для этого. Он не стал бы совершать такую глупость без веской причины. По завершении переговоров между мауланями и культиваторами, мастер секты рассеивающийся инь, по-видимому, достиг соглашения с божественными мудрецами мауланей, и он немедленно ушел со своими подчиненными. Сообщалось, что он вернулся в империю Цзинь к большому облегчению Ханьли. Древняя лампа, которую Ханьли украл, была наследием мауланских племен, лампа первородного света. Божественные мудрецы говорили, что она передавалась из поколения в поколение и не должна была попасть в руки посторонних. Поэтому они попросили ее вернуть. Конечно, Ханьли не собирался отказывать им или упускать эту возможность. Он немедленно потребовал взамен несколько кусков золотой эссенции. К сожалению, маулане не обладали большим ее количеством и еле раздобыли маленький кусочек. В результате Ханьли неохотно принял другие редкие материалы для компенсации и вернул им древнюю лампу. Ханьли не хотел оставлять себе эту лампу. Хотя ее способности были действительно глубокими, однажды Ханьли снова раздобудет ее себе. Если бы он решил оставить его сейчас, маулане стали бы преследовать его. Таким образом, было лучше избавиться от нее. Глава 784. Проклятие Наньгун. По пути в секту дрейфующего облака, Ханьли взглянул на сумку для хранения у себя на поясе. Когда Ханьли вернул древнюю лампу в обмен на редкие материалы, маулане вернули ему древние сокровища, цветочную корзину и пурпурное облако без каких-либо предварительных обсуждений. Казалось, маулане понимали, что, если им придется надолго задержаться в Небесном Южном регионе, они не могут позволить себе оскорбить высокоранговых культиваторов. Вот почему они вернули ему древние сокровища, чтобы между ними не было никаких обид. Поскольку Ханьли проявил такую огромную силу в таком молодом возрасте, даже мауланские божественные мудрецы стали бояться его. Как только Ханьли вернул себе сокровища, он тут же передал пурпурное облако Серебряной Луне. Хотя она использовала сокровище только тогда, когда была в теле лисы, она могла очень эффективно использовать его. Ханьли был очень благодарным, поэтому он подарил ей пурпурное облако в качестве награды. Когда новость о том, что маулане объединились с культиваторами Небесного Южного региона, парящие племена на какое-то время затихли. Хотя они разместили большое количество культиваторов на границе с долиной мауланей, они не стали сразу начинать атаку. Они просто наблюдали за действиями Небесного Южного региона и мауланей, решив проследить за тем, что будет дальше. Однако действия парящего племени вызвали только большую обеспокоенность у мастера Сунададаа и других ведущих фигур Небесного Южного региона. То, что их враги притормозили свои действия, показывало еще большее их намерение вторгнуться на Небесный Южный континент. Видя, что до дальнейшей конфронтации пройдет довольно много времени, различные силы Небесного Южного региона по очереди охраняли границу, как и раньше.
Каждая секта посылала нескольких своих элитных учеников, а маулани посылали несколько своих гарнизонов. Если парящие племена действительно атакуют, маулани окажутся в затруднительном положении, и размещенные ученики сект смогут оказать немедленную помощь. Остальным культиваторам было разрешено вернуться в свои секты. Как старейшина секты дрейфующего облака, у Хань Ли было много общего со старшим боевым братом Лу. Проверив, что большинство учеников его секты выжило, он мог вернуться в секту. У Лу Ло еще были дела, поэтому ему пришлось задержаться. Таким образом, Хань Ли вернулся первым. По дороге Хань Ли использовал ветреную колесницу, чтобы передвигаться быстрее, значительно сократив время, необходимое для возвращения. Войдя в государство Си, Хань Ли убрал ее, избегая ненужного внимания. Оставшиеся 100 километров он преодолел в мгновение ика. При виде вдалеке горы мечтательных облаков, он не мог сдержать свою улыбку, думая о Наньгун Ван. Вскоре Хань Ли оказался в секретной комнате, глядя на седовласого старика, его старшего боевого брата Чена. С яростным выражением на лице Хань Ли произнес: «Что происходит?» Вернувшись в секту дрейфующего облака, он не стал сразу возвращаться в свою пещерную резиденцию. Его остановили на полпути и доставили в секретную комнату, наполненную ледяной энергией. Именно там Хань Ли увидел удивительное зрелище. Наньгун Ван превратилась в 7-летнего ребенка, запечатанного в кусок льда. Ее глаза были закрыты, не обращая внимания на ее окружение, ярость и тревогу Хань Ли. Старший боевой брат Чен горько улыбнулся и вздохнул. Если бы младший боевой брат Хань вернулся 2 неделями ранее, он смог бы предотвратить это. На данный момент для ее жизни нет никакой опасности, но она была вынуждена использовать этот метод, чтобы отложить активацию проклятая печать души. Проклятая печать души. Как это инское проклятие вступило в силу? Разве это проклятие не было давно потеряно в небесном южном регионе? Неужели Хань Ли остановился на мгновение, как вскоре что-то вспомнил? Видя, что Хань Ли что-то вспомнил, старший боевой брат Чен подробно объяснил Хань Ли, что случилось с его возлюбленной. Полмесяца назад Наньгун Ван вышла утром из своей пещерной резиденции, чтобы поглотить ледяную ци близлежащей горы и использовать свое искусство воплощения, но внезапно встретила мужчину в черном. Как только этот человек увидел Наньгун Ван, он сразу же напал на нее свирепой техникой дьявольского Даа, разрушив несколько ее защитных сокровищ. Наньгун Ван при виде этого поспешно позвала на помощь и попыталась сбежать в направлении своей пещерной резиденции. К тому времени, когда старший боевой брат Чен и другие ученики секты дрейфующего облака пришли ей на помощь, она уже была в лапах мужчины в черном. Он просто прижал палец к ее лбу и вскоре отпустил. Старший боевой брат Чен тут же приказал всем своим ученикам атаковать мужчину в черном, но когда тот увидел, сколько тут учеников секты дрейфующего облака, он не стал даже предпринимать попытки сражаться с ними. С холодной улыбкой он оставил нефритовую пластинку и улетел со скоростью молнии. Будучи не в состоянии что-либо с ним сделать, старший боевой брат Чен вернул Наньгун Ван назад в секту, пытаясь исцелить ее, но обнаружил, что она пострадала от проклятой печати души, тайного ограничительного заклинания, которое было давно утрачено учениками дьявольского Даа небесного южного региона. Когда эту печать накладывают на человека, его интеллект и душа медленно запечатываются. Затем, в зависимости от уровня культивации цели, ее душа начинает медленно уничтожаться в течение неизвестного количества времени, превращая цель в живой труп. Когда-то это был чрезвычайно злой способ поквитаться с врагом. Старик был крайне напуган видом этого проклятия и совершенно не знал, что делать. Но в этот момент Наньгун Ван очнулась. Узнав, что она его подвергли проклятой печати души, она побледнела и сразу же подумала о способе спасти свою собственную жизнь. Она решила использовать способность своего великого искусства воплощения и временно запечатать себя, используя ледяную ци. В результате ци не только полностью закрыла тело Наньгун Ван, но также значительно замедлила эффект проклятия. «Теперь все так, как ты видишь», — сказав это, он передал лазурную и красную нефритовые пластинки Хань Ли. Старший боевой брат Чен вздохнул и сказал: одна из нефритовых пластинок была оставлена младшей боевой сестрой Наньгун. Другую оставил после себя этот мужчина в черном. Пожалуйста, взгляни на них. Хань Ли взял с угрюмым выражением на лице 2 нефритовые пластинки и осмотрел их, а затем стал читать пластинку от Наньгун Ван. Погрузив свое духовное чутье в нефритовую пластинку, на его лице появилось странное выражение. Хотя он выглядел несколько обеспокоенным, он также был благодарен. Это ошеломило старшего боевого брата Чена. Нефритовая пластинка была оставлена Наньгун Ван для Хань Ли. Старик не стал ее читать, потому что на ней был установлен небольшой трюк, позволяющий другим узнать, прочитал ли кто-то его первым. Поскольку это было легко увидеть, старик не стал совершать такой опрометчивый поступок. Из-за недавнего повышения репутации Хань Ли и проявления его могущества, он не мог позволить себе относиться к нему легкомысленно.
Прочитав лазурную нефритовую пластинку, Хань Ли приступил к чтению алой. Как только он прочитал ее, выражение лица Хань Ли стало мрачным. В ярости он сжал руки, спалив пластинку пурпурным пламенем. Старик был удивлен зрелищем. Хотя эти нефритовые пластинки не были тщательно усовершенствованы, было довольно трудно сжечь их, не оставив даже пепла. Поскольку Хань Ли смог сделать это без особых усилий, это лишь подтверждало слухи о Хань Ли и о том, что его сила была больше, чем у культиватора на средней стадии зарождающейся души. Он нашел довольно грозного персонажа для своей секты дрейфующего облака. Пока старик думал об этом, Хань Ли пробормотал про себя и спросил: «Старший боевой брат Чен, ты видел лицо человека, который напал на Наньгун Ван?» Он был высоким. Какой у него был уровень культивации? Быть может, это тот, кого я знаю. Старик быстро ответил: мне удалось его заметить, и он был довольно высок. Это был юноша с обычным лицом. Казалось, он использовал какую-то технику сокрытия, чтобы спрятаться. Мои способности были слишком бедны, чтобы видеть сквозь нее. Тем не менее, он должен быть на средней стадии зарождающейся души как минимум, раз он смог легко победить госпожу Наньгун. Юноша. Хань Ли был удивлен услышанным. Вот так. Однако, благодаря своему уровню культивации, он наверняка может быть похож на тебя. Должно быть, он принял какую-то лекарственную таблетку или использовал какую-то технику, чтобы остановить старение. Тем не менее, его возраст также наверняка будет больше, чем твой. В этом мире очень мало культиваторов, способных сконденсировать зарождающуюся душу в твоем возрасте. Но младший боевой брат, исходя из того, что я увидел в нефритовой пластинке, оставленной мужчиной в черном, он хочет, чтобы ты принес ему твое магическое сокровище, созданное из золотого молниеносного бамбука, в глубокие небесные горы. Неужели этот культиватор действительно из дьявольского Даа из империи Цзинь? Ты действительно обладаешь драгоценным сокровищем, созданным из золотого молниеносного бамбука? Старик не мог сдержать свое любопытство. Я не могу быть уверен, действительно ли это тот человек, но независимо от того, у него есть отношения со мной. Он должен быть культиватором из секты дьявольского Даа, секты рассеивающейся инф империи Цзинь. Изначально я полагал, что они хотели отомстить мне за убийство одного из членов их секты, но я не ожидал, что они захотят получить мое сокровище из золотого молниеносного бамбука. Казалось, они хотели нанести мне визит, даже если бы я не убил ученика из их секты. Вот почему Ваньер тоже оказалась вовлечена во все это. Это правда, что у меня есть сокровище, созданное из золотого молниеносного бамбука. Говоря это, гнев на его лице заменила суровая холодность. Это неудивительно. Золотой молниеносный бамбук славится своей способностью сдерживать дьявольское искусство. А поскольку они из империи Цзинь, им не нужно проявлять сдержанность в отношениях с культиваторами из небесного южного региона. Я позову своих близких друзей, чтобы собраться и вместе найти этого человека. Что скажешь? Глава 785. Закаливание меча. Хань Ли покачал головой и ответил: в этом нет необходимости. Если я правильно угадал, у него довольно высокий уровень культивации, что он даже сможет сравниться с мауланскими божественными мудрецами. Обычные культиваторы не смогут сразиться с ним и только пожертвуют своей жизнью понапрасну. Кроме того, он знает, как снять проклятую печать души. Я не хочу его напугать. Старший боевой брат Чен тревожно вскрикнул, наравне с мауланскими божественными мудрецами. Неужели он культиватор на поздней стадии зарождающейся души? В этом случае младший боевой брат точно не сможет одолеть его в одиночку. Это будет слишком опасно, поэтому давай попросим помощи у Лун Ханя и Фэн Бин. Глубоко вдохнув, Хань Ли спокойно сказал: хотя они смогут с ним справиться, им потребуется не менее 4 месяцев, чтобы добраться до места. Это слишком долго, потому что тот мужчина дал всего 2 месяца на ожидание после его нападения. Кажется, он рассчитал, когда я вернусь, но он не ожидал, что я смогу путешествовать так быстро. Это даст мне время подумать, как правильно с ним справиться. Самое главное, мне нужно выяснить, как заполучить технику снятия проклятой печати души. Старший боевой брат Чен слегка кивнул в знак согласия. Хорошо, если младшему боевому брату нужна помощь, не стесняйся меня беспокоить. Все ученики секты в твоем распоряжении. Большое спасибо, старший боевой брат. Согласно нефритовой пластинке, что оставила мне Ванер, она может отложить активацию проклятой печати души почти на 100 лет, но ранее это никогда не проверялось, поэтому я не могу быть спокоен. Взволнованно проговорил Хань Ли, глядя на девушку в ледяной глыбе. Немного подумав, старик попытался утешить Хань Ли: ни о чем волноваться, младший боевой брат. Судя по всему, она должна быть в состоянии выжить и пройти это испытание.
В следующие несколько дней я пойду просматривать древние записи и выясню, есть ли какие-нибудь способы снять это проклятие, чтобы не было необходимости искать того человека в черном. Что скажешь? Хань Ли заставил себя улыбнуться и сказал: «Спасибо за беспокойство, старший боевой брат. Если у вас нет возражений, я хочу побыть здесь один. Надеюсь, ты не в обиде». «Конечно, конечно. Я сейчас же отправлюсь в библиотеку с древними записями. Пожалуйста, оставайся в компании своей жены сколько будет угодно», старший боевой брат Чен ответил с тоном сочувствия и быстро ушел, оставив Хань Ли одного в комнате. Хань Ли перевел взгляд на глыбу льда, а на его лице отразилось чувство глубокого одиночества. Он глубоко вдохнул. Хань Ли весь день не выходил из комнаты. Когда старший боевой брат Чен вернулся из библиотеки и увидел, что Хань Ли все еще внутри, он невольно разволновался. Еще через полдня он почувствовал необходимость проверить его. Но как только он подумал войти, Хань Ли внезапно вышел из комнаты. «Младший боевой брат Хань, что-нибудь случилось?» С недоумением спросил старик. Сердце Хань Ли согрелось, увидев, что старик ждет его за дверью. Он, извиняясь, сказал: «Ничего. Я просто размышлял, как мне поступить с врагом. Прошу прощения за беспокойство. До истечения срока остается еще месяц. Я должен подготовиться к тому, чтобы войти в уединение. Не беспокойте меня, только если не случится что-то важное. Ты собираешься войти в уединение. Что ты можешь сделать за такой короткий промежуток времени?» Старший боевой брат Чен был озадачен. Хань Ли смутно ответил: «Я приобрел немного золотой эссенции. Хотя я собирался усовершенствовать свое магическое сокровище, за такой короткий промежуток времени я смогу лишь немного его укрепить». Старик внезапно пришел к пониманию и сказал: «Так и было. Пожалуйста, продолжай, младший боевой брат. Я позабочусь, чтобы никто из учеников секты не побеспокоил тебя». Хань Ли торжественно добавил: «Есть еще кое-что. Так как здесь образовалась ледяная стена, я не могу отойти отсюда слишком далеко, иначе может что-то произойти. Однако я могу установить здесь несколько ограничительных заклинаний для защиты Ванер. Мне придется побеспокоить старшего боевого брата, чтобы ты занялся остальным. Пожалуйста, не волнуйся, младший боевой брат. Когда на госпожу Наньгун напали, она была в нашей секте дрейфующего облака, поэтому я несу ответственность за нее. Я уже классифицировал это место как запретную зону. Никто из учеников не появится здесь. С безопасностью твоей жены проблем не будет», мгновенно ответил старик, как будто уже думал об этом. Яркий блеск вспыхнул в глазах Хань Ли. «Вот как? Тогда я могу быть спокоен. Тогда не буду терять времени и расставлю ограничительные заклинания, прежде чем войти в уединение». Оставив старика позади, он вернулся в свою пещерную резиденцию, удивленный, увидев, что Му Пейлин ждала его там. В его глазах мелькнуло удивление, но он все равно поприветствовал. Когда вошел, войдя в зал, Му Пейлин с тревогой спросила: «С старшей сестрой Наньгун все в порядке?» Я слышал, что она была ранена, но я не получил никакой точной информации. Я волновалась. Хань Ли сел и спокойно спросил ее: у тебя хорошие отношения с Ванер?» Му Пейлин быстро ответил: «Мы хорошо ладим. У старшей сестры Наньгун добрый характер. Пока моего господина не было, она дала мне много советов о моей культивации. Я в долгу перед ней». Немного помолчав, он горько улыбнулся. «Я должен быть счастлив от того, что ты сказала. Однако Ванер пострадала от проклятой печати души и запечатала себя, поэтому я могу получать удовольствие только от твоих слов. Я давно тебя не видел, и уровень твоей культивации значительно вырос. Я рад за тебя. Однако следующий месяц мне придется провести следующий месяц в уединении, готовясь снять проклятие Ванер». Му Пейлин невольно спросила: «Проклятая печать души? С этим проклятием дьявольского «да» будет нелегко. Господин, вы знаете, как с ним разобраться?» На его лице внезапно появилось суровое выражение, и Хань Ли мрачно сказал: «Разобраться с ним. Я могу только победить того человека, что наложил проклятие, чтобы получить метод, позволяющий избавиться от этого проклятия». Услышав это, Му Пейлин нахмурилась. В этот момент к нему пришел ученица, которую Хань Ли взял для своего удобства, Лю Юй. Помимо того, что она пришла дать свое почтение мастеру, она также пришла спросить о Наньгун Ван. Как умный человек, она подружилась с Наньгун Ван, женой своего мастера. Когда она прибыла, Хань Ли дал ей краткое изложение того, что произошло, включая упоминание о проклятой печати души. Это беспокоило Лю Юй, но, учитывая отсутствие опыта и уровень ее культивации, она ничего не могла поделать. Не намереваясь продолжать беседу с двумя женщинами, Хань Ли проводил их.
Естественно, эти двое не выдвинули никаких возражений и послушно ушли. Но как только они покинули резиденцию в пещере, глаза Люи вспыхнули, и она улыбнулась Мупейлин. «Госпожа Му, хотя ты наложница мастера, к тебе все еще относятся как к гости. Неужели твоя красота его не трогает? Или есть какая-то другая причина? Неужели красота Наньгун затмила твою? Ты имеешь в виду?» Мупейлин покраснела, когда поняла, что имел в виду Лююй. Затем с улыбкой Лююй выстрелила в небо в полоски света. Немного постояв на месте, Мупейлин сразу же полетела на своем магическом инструменте. Когда Ханьли увидел, как две женщины уходят, он проверил сад лекарственных растений и комнату насекомых, чтобы убедиться, что у них все в порядке. Затем, принеся несколько материалов для создания инструментов в запечатанную комнату, он начал использовать пламя зарождающейся души, чтобы закалить золотую эссенцию в свои 36 летающих мечей. Помимо кускам золотой эссенции, которую он приобрел у мастера Суна Дада и Мауланей, он получил еще один кусок от Лун Ханя от имени Союза Небесного Да. В результате у него было более чем достаточно золотой эссенции, чтобы полностью закалить свои 36 летающих мечей. Добавить несколько дополнительных материалов в завершенные магические сокровища было несложной задачей. Тем не менее, было довольно актуально сделать это всего за месяц. Ханьли ничего не оставалось, кроме как сесть и закалить свои мечи, пока они не сформировали вторую форму великую формацию позолоченного меча, которая бы позволила ему сражаться против культиватора поздней стадии зарождающейся души. Человеком, который наложил проклятую печать души на Наньгун Ван, скорее всего, должен быть мастер секты рассеивающийся инь. Ханьли нужно было завладеть техникой снятия проклятия, а вторая форма формации позолоченного меча стала бы его способом получить ее. С этими мыслями Ханьли приложил руку к сумке для хранения и вызвал на землю несколько кусочков золотой эссенции различного размера, а затем вызвал остальные материалы. Ханьли сел, скрестив ноги, и указал на самый маленький кусочек золотой эссенции. Легкий золотой камень подлетел по воздуху к Ханьли. Ханьли пристально взглянул на него и подождал, пока тот приблизится к нему на расстояние около метра, а затем остановил его. Сделав жест заклинания руками, он выплюнул ослепительное лазурное пламя зарождающейся души. С легким ударом оно поразило золотую эссенцию, мгновенно окутав ее. Ханьли медленно активировал заклинание, и лазурное пламя внезапно вспыхнуло, светясь все ярче, начав плавить камень внутри. Он смотрел на это со строгим выражением на лице. Спустя час большая часть примесей вытекла на пол в виде жидкости. Остальная часть золотой сущности осталась в огне в виде полупрозрачной жидкости. Ханьли при виде этого взмахнул рукавом и поднял нефритовую коробку с земли. Она мгновенно раскрылась, раскрыв тонкий серебряный порошок. Порошок затем сместился в жидкую золотую эссенцию в виде полоски серебряного света, раскачивая лазурное пламя. Прозрачная жидкость засияла серебряным светом и, ударив по ней несколькими заклинаниями, полностью поглотилась.